Эта идея давно сидела у меня в голове. Необычные инструменты — это же так классно и круто. Решил воплотить ее в жизнь. Старая, почти убитая точила идеально подойдет для моего сегодняшнего проекта. Здравствуйте, друзья. Точила в разбор. Буду делать из него полезный и нужный станок. Я немного обновил свой инструмент. Взял вот такой набор из разряда на любой случай. Это мой первый такой большой набор инструмента. Ну, мне понравился. Есть в нем почти все. Конечно, это недорогущий и знаменитый бренд, но и стоит он в несколько раз меньше. Посадочные места на корпусе у валов сделал лепестковым кругом ровными. Весь корпус алюминиевый. Для станины возьму лист пятерку и сделаю отверстие для крепления к движку. Покажу на листе бумаги, чтобы было лучше видно. То же самое потом сделаю и на металле. При помощи циркуля простая разметка для вала и подкрепления. Всегда все повторно проверяю. 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. В данном случае просверли. Так как у меня появился наконец-то шурик, потестирую немного его. Да-да, как это ни странно, у меня не было шуруповерта. Старый загнулся еще несколько лет назад. Шурик совсем справился. Хоть он, конечно, и не для этого сделан, считаю, что тест пройден. Он могет. После подрезки, там будет защитный кожух станка, обрабатываю все на гриндере. Пользуюсь я им постоянно. Работает как часики. Кто хочет посмотреть, как я его делал, видео есть на канале. Получилось все аккуратно, все как я люблю. Основа для станка готова. Двигаемся дальше. В помощь моему сварочнику появился вот этот. Старый ждет небольшого ремонта. Это один из немногих инструментов, которые входят в разряд основных, наряду с болгаркой и дрелью. Поток он такой же, как и старый, 200 китайских ампер. Чувствуется, что они немножко преувеличены. Швы получаются аккуратные, с учетом того, что я сварщик тот еще. Теперь простейший регулировочный механизм с фиксацией. Пришлось, конечно, поработать напильником. Это как велосипед, никогда не забудешь. А как можно забыть двухнедельное высокоинтеллектуальное приключение по вытачиванию молотка из огромного куска железа напильником на трудах? Хотел бы я посмотреть в глаза тому, кто придумал программу обучения. Но ведь пригодилось же. Маленький лайфхак. Постоянно перчатка рвется на одном и том же месте. Зашивать, похоже, не вариант. На помощь пришел обычный цианакрилатный клей. Самое главное – быстро, без мороки и надежно.
Из уголка сделаю крепление с фиксацией, а к нему, обрезав болт и соблюдая угол в 120 градусов, приварю его. Вот такая ответная часть получилась. Приведу ее в нормальный вид, обработаю швы, чтобы было все еще красивее и аккуратнее. В качестве кожуха будет обрезок от баллона из-под фреона. От прошлых проектов остался. Кстати, на канале он тоже есть. Подготовил все детали к покраске. Осталось только нанести, просушить и буду собирать и испытывать. Да, забыл похвалиться. Теперь у меня есть лазерный нивелир для мастерской, которую я потихонечку строю, чтобы было все красиво, ровно и аккуратно. Такая классная штука. Ссылки, где я брал эти инструменты, на всякий случай кину в описание под видео. Вдруг кто-то захочет посмотреть. Готово. Все на сборку. Свободным остался правый вал. А значит, принимаются идеи, что туда можно поставить. Что-нибудь необычное, интересное, полезное, нужное. Чтобы в следующем видео я уже его задействовал. Друзья, если понравилось, не забывайте про лайкосы, подписку и колокольчик. Чертежи выложу, как всегда, чуть позже в группах канала. Ссылки в описании под видео. Буду испытывать. Нашел старое сверло. Видно, что когда-то была неудачная заточка. Пришлось много стачивать. Угол был очень острый. Сейчас обработаю вторую сторону и проверка на его заточку. Отлично, все работает. Теперь буду этим пользоваться. Друзья, здоровья и удачи вам и вашим близким. Огромное спасибо, что смотрели это видео. И до встречи на нашем с вами канале Куй Железо.